Всем привет. Вы когда-нибудь играли в файтинг, где нужно управлять персонажами фильмов ужасов? Я вот тоже нет, поэтому давайте посмотрим. У меня его две части, так что сначала посмотрим, естественно, первую, посмотрим, что там за персонажи, и потом глянем вторую часть. Так, ну давай, наверное, что? История, да? Это, по-моему, бой друг против друга на двоих. Это просто тренировка. Окей, давай так. Ага, кого выберем? Значит, у нас есть... Здорово, Тостер. Так, у нас здесь, значит, что есть? Кожаное лицо. Фредди Крюгер. Майк Майерс. Эш. Он же Зловещие мертвецы. Чаки. Пятница 13-я. Это фильм «Фантазм», но я его не смотрел. Не знаю, что за чувак. Пик. Потом «Коп-маньяк». Тоже я не видел этот фильм. Это у нас «Кэндимен». Ну, такое. Смотрел один раз, но что-то мне не зашла. «Реаниматор». Очень классная диалогия, по-моему. Так. Джейсон Вурхис еще один. Почему их два? У нас два Джейсона. Это, видимо, какой-то из первых частей, да? Хотя в первых частях у него там мамку убивала. А тут получается ближе к концу. Типа 5, 6, 7, да? Где-то так. Восставший из ада. Он же Пинхед. А это Памкинхед. Тыквоголовый. Это, видимо, у нас прототип чужого, да, какой-то? Но я не смотрел Памкинхед. Тыквоголового не видел этот фильм. Кого выберем? Наверное, попробуем Чаки. Я как раз вчера смотрел «Невесту Чаки». Ночью. Почему бы нет, да? Давай попробуем Чаки. Он маленький, да удаленький, так сказать. Психопатик с ножом. Давай, поехали. Попробуем Чаки. Difficulty. Ну давай, изимо. Он на харде-то, да? Нам еще вторую же часть смотреть. Та-дам! Майк Майерс. Я же вроде Чаки выбирал. Ну ладно. Что у нас там по звуку? Слышно нормально? Так. У нас какая-то школа, видимо, из этого, из первых частей, по-моему, «Кошмар на улице Вязов». Либо из «Крика». Ну, судя по музыке, вроде очень похоже на музыку из «Крика». Вудвора. Чаки прикольный. До него крик не достает. Надо у нас Ghostface. Не, ну забавно. Чаки прям наваливает, я смотрю. Бубнишь, получается. У меня микрофон плохо слышно. Ой, а что это он? А что это он скору поменял? Ну, смотрите, он взял просто костюм свой сбросил и другой прибежал. Ну, такое было в первых фильмах. Давай тогда микрофон чуть-чуть подальше, да, я сделаю. Это меня крик заваливает. Он какой-то жесткий. Кстати, тут не регулируется уровень сложности. Это у нас телепортами, да, он пользуется? Есть какие-нибудь приемы угарные? Ага, ну это что-то вроде телепорта. Так, ну окей. Он меня как завалит, мне один удар остался.
1-1. Жалко, тут каких-нибудь этих нету. Типа X-Ray, Fatality. Было бы прикольно. Это такая как бы игра. Что-то вроде демо-версии или как-то так. Особо ее не разрабатывали. За вторую часть, как бы, там уже получше взялись. Мы ее чуть попозже включим. Там она уже на движке Unity была разработана. Смотрится уже, играется чуть-чуть поприятней. Чаки показывает средний палец на отдельную кнопку. Сейчас мне он, короче, замочит, походу. Ну да, слушай, тут даже на легком уровне тут довольно-таки быстро наваливают тебе. Все, Чаки помер. Так, реанимировать или нет? Давай нет. Давай другого мы посмотрим персонажа. Так, Чаки смотрели. Давай глянем туда просто по порядку, да? Кожаное лицо посмотрим. Как он? По-моему, во второй части тут даже этот, как он, какой-то есть, какая-то есть история, типа того. Тут просто файтинг, ну, между собой подраться, знаешь, поржать. Но я вот таких файтингов еще не встречал. Прикольно. Это у нас плакаты из фильмов, да? Да. Фредди Крюгер. Неплохо. С одного удара его как вышиб, неплохо. Но мы у Фредди прямо дома бьемся. Да. Что в 10-м Mortal Kombat, что здесь он тоже на лицо довольно-таки медлительный. Плохо то, что крестовина у нас только на этом, на стике работает. Это типа подсечка какая-то. Резанул-то как. Так, это у нас типа блока, да, какого-то? Он взял меня, спалил. Нас ты падла. Нокаут. Не, правда, сложно. Тут искусственный интеллект даже на легком уровне довольно-таки сильно тебя наваливает. Рано, тут прям на отдельную кнопку они там, либо кто-то что-то говорит, фразы из фильмов, либо дергает просто пилой. Зачем для этого кнопку отдельную, я не понимаю. А ты задолбал. Бля, со своей длинной рукой прям вообще. Только башку свою лысую достал. Ну, взял меня, сжег. А есть какие-нибудь приемы-то еще козырные? О, молоточком ему. У Фредди есть телепорт. Ему проще. Она. Ладно. Давай, короче говоря, мы еще кого-нибудь посмотрим. Блин. Придется еще 2 раза поиграть. Походу надо выбрать какого-нибудь определенного своего персонажа и им напихивать как следует. Медленный кожаное лицо. По-моему, единственный его быстрый удар, это когда с 2 ног он врывается просто. Ну так же неинтересно одним ударом правильно мочить. Молоток есть. А как капканы ставить? А? Подпил.
Ну, это типа у них апперкода какого-то, да? Зух. Ну, а он поджег меня. Ну, давай допилим его. 1-0. Ну, звучит лучше. Да ладно, че это у нас кожаное лицо разыгрался, что ли? Он прям что-то рубит и рубит, да? Большинство каких-то комбо-атак проходит, когда ты делаешь типа вниз, вниз, назад, вниз и какая-нибудь одна кнопка удара. Ну-ка, давай попробуем еще что-нибудь. Вообще не то. Угу. Типа тарана один удар, как бы. Ну такое. Бензопилой прикольнее орудовать. Ладно, будем смотреть персонажей только до проигрыша. То есть проиграл, давай другого и так вот, так далее будем проходить. Это у нас какая-то сюжетка, что ли, я не знаю. Кэндимен. Я не знаю, Кэндимен я смотрел, но... Странный персонаж, он то ли оккультный, то ли нет, я так и не понимаю. Так, крюком своим мне в брюхо натолкал. На тебе молотком. Я смотрю, он часто портуется. Кожаное лицо, что с ними только не делали, он должен вставать и не умирать совсем никогда. А чё он пилу пока заводил, тот ему напихал уже. На тебе в рыло. Вжух. Не, пилой все-таки прикольнее орудовать. И у него, в принципе, довольно-таки большой размах. А у этого, я смотрю, прям телепорты за телепортами идут. Жух. Эх, напихал мне. У них такие блоки странные. Он не закрывает свою туловку ничем. Он просто немного в сторону так отклоняется и все. Так, 1-0. Лизерфейс. Задолбал телепортоваться. Ну, в принципе, ожидаемо, то, что у него бензопила самое такое, самый топ. А Кэндимен у нас с этими пчелами, по-моему, плюется. У него же там в фильме, там тоже что-то с пчелами было связано. Жух. Падла, он вернулся. На тебе. Не, руки, у кожаного лица руки короткие. Как и ноги, собственно. Зато бензопилой его можно вообще запросто достать. Эх! 1-1. А у него что, руки нету, да? Поэтому у него крюк такой. Я не знаю, я черт знает когда первую часть Кэндимена смотрел. Вообще, плохо помню этого персонажа. Ну, по-моему, техасскую резню бензопилой я посмотрел все части. Падла.
Блин, а пчел, наверное, только если у воротам, да, уходить. Неплохо. Колет, смотри-ка, своим этим крюком постоянно. И телепортируется. Все. Давай тогда посмотрим другого персонажа. Так, не будем реанимировать. Да, да, почему бы нет. Пройди, давай посмотрим. Игра, кстати, вообще настолько сыроватая, что ее даже нельзя на весь экран расковырять. О, музяк, это знакомо. Угу. Бля, прикольный удар. А как у нее там длинная рука-то появлялась? На эту кнопку он вообще просто шляпу снимает и начинает базарить. Подрезал меня чуть-чуть. Ну ничего. Вроде все-таки побыстрее будет его. Бля, вот этот удар прикольный. Много сносит. Ах ты, сучка. А чё ты его схватил, добивать-то не стал? А задники прямо из фильмов этих, где у нас проходили, собственно, основные события. Ну это вот техасская резня бензопилой, только вот не помню какая часть. По-моему, что-то из первых. Так, может быть какие-то удары посмотреть. Дважды W, что бы это значило? Ладно. Блин, сложно. Он прям напихивает. Как он делал длинный такой? Это когда он руку-то вот длинную делал. Ах ты падла. 1-1. Окей. Ну так нечестно. Неплохо так его когтями пролетело. Ну, по идее же Крюгер должен превращаться во всякие штуки там. Он же у нас больше как этот, по сюрреализму прикалывался. Все, ханами. Хотя нет. Так как играешь на стиках, поэтому сложновато прожимать типа вперед-вниз, вперед-вверх. Хотя немного по диагонали как-то она нажимается. Но если играть на клавиатуре, то вообще, по-моему, пальцы все сломаешь. Неплохо. Я так полагаю, мы у этого Кэндимена по локации, да? Ах ты, падла.
Ха-ха. Ничего, такое комбо вышло. Да, иду тебя со своими пчелами. Так, мне его один раз осталось, ударить и все. Он плащ растягивает, а там просто мушки. Хотелось бы какие-нибудь другие удары попробовать. Но я вообще не понимаю вот это вот обозначение ударов там, которое прописано. Ах ты, гаденыш. О, что-то новенькое появилось. Я не знаю, я просто на все кнопки жму, да, естественно. А там как получится. Ну, в принципе, стандартный расклад в файтингах. Просто лупишь по всем кнопкам и все. Ах ты, падла. Он телепортировался до того момента, пока за мной не появится и схватил меня за шею. 1-1. О. Какие-то новые удары. Получается. Телепорт, кстати, есть. Взял мне в брюхо крюком своим натыкал. Хорош. Неплохой удар, типа что-то вроде апперкота. Но из этих всех фильмов я вот не смотрел «Фантазм», и я, по-моему, не смотрел Прокопа там. А так вроде смотрел все фильмы, все франшизы, как бы, всех фильмов. Все части. А не, еще, по-моему, я про Чаки что-то не смотрел какие-то. Это Фредди медлительный какой-то. Ну, хотя, это не Фредди, а Джейсон. Хотя Джейсон никогда быстрым-то и не был. А Фредди вообще должен как росомаха драться. Хорош. Вынес. Так интересно, телепорт поработает. Ну вот, кстати, тоже неплохой удар. Это прям комбо какое-то. Ё-моё. Давай прямо. Ну ему осталось-то немного. Стрелой меня долбанул. Хорош. Давайте следующего. Вроде неплохо. Он чуть-чуть побыстрее, чем кожаное лицо. Угу. Да, это Вудсборо. Это у нас вот эта вот самая первая локация, которая здесь была. Это у нас из Крика. Внизу пишутся локации какие. Ну и музыка соответствующая. Можно, если что, по фильму узнать. Пободрее дело пошло. Ну, кулаки и ноги тут такое в этом файтинге. Самое такое прикольное, это вот именно оружие этих маньяков. Можно
хорошенько налупить жертвы. Я там разогнался со своим ножом. Я думаю, что вроде как-то должно все-таки получаться какие-то, я не знаю. Он во всякую штуку там превращался, там, я не знаю, из стен вылазил, что он только не творил. А тут как-то руки, ноги и все. Падла уворачивается еще. Кстати, ну крик побыстрее будет предыдущих всех. Я так полагаю, они тут все-таки поэтому по возрастанию сложности идут. Ни хрена себе. Ну, вот это я влетел. Ну. Да. Жесткий чё? Я тоже так могу. Приблизительно. У меня примерно сколько? Удара по 4, наверное, да, получается? Наверное, предрочиться можно всякие джанглы еще делать. Очень жаль то, что правда нету каких-нибудь фаталити или добиваний, X-Ray там. Было бы прикольно. Я не знаю, я ее только сейчас включил, я не особо не разбирался, как там, что. Ага, это фантазм, да, чувак? Вообще не знаю, что это зачем. Какой-то профессор Икс, я не знаю. Но он длинный, кстати, он высокий чувак. Метра 2, наверное, ростом. Либо Фредди мелкий у нас. Бомбочки у меня швыряет. Иди сюда. Что за шарик у нее такой? Ну на, держи. А ну кроме шарика есть какие-нибудь удары-то еще? Да ё-моё, запинал меня просто в рожу ногой. Я же Федор Крюгин. Меня нельзя убить вообще. Мне главное верить. Хорош. На один нахер. Но он тоже неплохо натолкал меня так. Слушай, ну уже какие-то коротенькие комбо-удары получаются. Вот, какие-то а-ля джанглы даже выходят. Я думаю, это чуть-чуть... Что за гномы у него? Блин, жалко, я этот фильм не смотрел. Я бы шарил, что за гномы. Каких-то этих... Мешки Гами он выпускает. Ну все, залочил. Несложный был чувак. Крик, по-моему, получше был. Ну, посложнее чуть-чуть. Так, что у нас еще? Да, тут полно еще, кстати, бойцов. Угу. Его зовут Мэтт Кордел. Это вот этот вот коп-маньяк. По-моему, ну я тоже этот фильм не смотрел, по-моему, этот фильм где-то годов 80-х. Судя по роже этого копа-маньяка. Да ё-моё. Блин, он таранит постоянно. Там его рожу подраскромсаем. До свидания. Да, блин, осталось еще. О! Я помню такое в фильме, когда Фредди Крюгер в какого-то червя там превращался. Как я это сделал, я не знаю.
Может быть, какую-то шкалу типа набрал? Для суператаки вот этой вот волшебной. Но я научился вроде делать какие-то комбо. Чуть-чуть. Ну так, чтобы очень. Плюс-минус вникнул в управление. Окей. Ну, половину, наверное, да? Я все-таки уже персонажей прошел. Так, Pumpkinhead. Тыквоголовый. Это голема чужой. Это чужой просто. Украли внешность чужого, сделали про него какие-то определенные фильмы ужасов. Блин, нифига, он просто лупит на пол экрана. Жесткий какой-то чувак. Ну, 2 раза больше меня ростом. Можно. Да. Какие-то удары у него еще забавные. Я ему хоть что-нибудь сделаю. Даже пол здоровья ему не снес. Он жесткий. Ну давай. Будем, так сказать, применять все, что вы меня научили. Вообще, по идее, желательно его, по-моему, в углу заколбасить. Но вот удары руками и ногами, по-моему, на него не прокатят. Один-один. Ну, мне просто повезло то, что я его в углу забил. А пробежка вот есть какая-нибудь? Нету. Типа 2 раза вперед не прокатит. Ну, тут, в принципе, в управлении еще много чего нету. Так, полетел он комбо делать. Падла. Он не дает к себе подойти вообще никак. Давай, вставай. Ты что, позвоночник сломал? О, как тебе червячок? Опять он случайно у меня получился. Но удар прикольный, много сносен. Скорее всего, вот эти вот вещи типа червячок, то, что я сейчас сделал, это после того, как ты набираешь определенную шкалу здоровья. Ну, точнее, не здоровья, а вот энергии. Это кто? А кто это такие? Почему их не было в общей толпе выбора? Не, ну так-то забавно, конечно. Окей. Они ядовитые, что ли? Ну, мне надо типа толпу всю перебить. Давай. Чем-то это уже какой-то аркада какая-то напоминается. Так, они меня окружили. Там один у меня за спиной тусуется, надо бы его тоже подрихтовать. Эй, какой ты? Фредди Крюгер против зомби. Замечательно. Не, ну а почему бы нет? Кулаками их будем разносить. Угу. Это надо сделать типа 1 раз. Но, кстати, это локация из этих, как его... Это локация из живые мертвецы. Скорее всего, со второй части. О! Эш! Хотя Эш тут, в принципе, это положительный герой.
его за много снес. Сейчас, если он комбить не начнет. Груви. Ну как же он без пушки-то, да? Кто-то еще кого-то вызывает. А, он зомби вызывает. Подмогу себе. Ишь ты какой. Запилил меня. Это у него, походу, почти такие же удары, как у кожаного лица. Он маленьких эсов призывает. На угар. Маленькие эсы были только во второй части, по-моему. Не, по-моему, сложность искусственного интеллекта как-то особо не растет. Ладно, для чего мы просто других посмотрим, да и все. Чаки. Эй, Чаки. Это явно его локация. Вон там маленьких Чаки куча, по-моему, стоит в коробочках. Он мелкий, как мне его достать? Сукин сын говорит. На тебе в рожу. Ну его только в приседе. Его только в приседе лупить, он маленький. Давай, надо на перкоды его ловить. Маленький гаденыш. Иди сюда. Падла. Ну он долго меня ждал. Да, неплохо. На тебе так. Просто отмудохал Чаки. Ну, кстати, мне тоже досталось. Да, причем прямыми ударами ты его не достаешь. Он тебе по колено, потому что чуть-чуть. Ну, давай. Я хотел его на апперкот поймать. Иди сюда, падла. Да, его только в приседе лупить. Глаз завяз, серьезно. Я его пинка даже хотел попробовать, но ничего, мы до него доберемся. Хотя пинка-то он, наверное, медлительный. Все. Вот и весь Чаки. Майк Майерс. Мы в Хэдденфилде, Иллинойс. Ну, по-моему, про Майкла Майерса, по-моему, самые такие прикольные части, это где-то 3-я, 4-я. Неплохой, в принципе, ремейк Робо-зомби. Ну, вот эти две части. 7-го, по-моему, и 9-го года. Ну, вот там, о, ни хрена. Две плиты на меня бросил, падла. Ты чё, дурной? Давай, вставай. Неплохо, но мне досталось. Музяка Джона Карпентера.
Давай, иди сюда. Разнообразие ударов побольше, вот когтями, было бы прикольно. А у него, по сути, ну, где-то 3-4 удара все. Хорош. Майкл улетел, но обещал вернуться. Так, ну да, у нас еще остался, по идее, Пинкет. Реаниматор. По идее, реаниматор должен быть несложным. Но он что-то, я смотрю, какие-то штуки выпускает из сумки своей. Я его просто в углу, короче, забиваю. Реаниматор несложный был. И музыка, по-моему, с фильма. Я так полагаю, то, что у нас реаниматор все-таки на дальнее расстояние. Да, со своими штуками тут. Это из сумки все выбрасывает. Но не сложно. От Майкла Майерса не досталось больше. О, еще один Джейсон, точно, их же два было. По яйцам Джейсону. Слушай, ну этот поактивнее, чем с топором. Пройди против Джейсона. Классика. Ну, уже классика. Фильм-то на самом деле 9-го года. Я бы не сказал, что он классический, но неплохой, кстати. Хоть он провалился в прокате, но тем не менее. Не очень как-то сложно. Тут как-то странно вот. Иногда прям тебе наваливают, а иногда что-то как-то они вообще стоят. Ну, в принципе, надо думать. Изи мод. Наверное, на харде тут так жопу рвут, что просто беда. Неплохой, кстати, удар, когда вот он прям на него летит. Он много подач наносит. Так, окей, давай дальше. Ну, раз так получается, тогда мы еще сейчас, мы сейчас... Вот, наконец-то, Пинхед. Но ожидаемо то, что у него куча будет цепей. Было бы прикольно, если бы он других призывал. Было бы прикольно, если бы он других призывал этих. Блин, я забыл, как их называются. Эта штука открылась. Это типа врата в его мир. Давай, вставай.
Походу тут Пинхед типа вроде что-то с Авокадо. Ну и все. Пинхед тоже не очень сложно. А, вот, синобиты. Вот, синобитов, если он призывал других, тоже было бы забавно. Ну, типа как суперудар. Ну, Фредди, короче говоря, выиграл Пинхеда, что-то там. Ну ладно. Такая музяка козырная. Так, давай просто мы посмотрим, что тут есть у нас еще из персонажей. Давай подеремся за всех и потом будем смотреть вторую часть. Так, Эш. Эш причем из вторых зловещих мертвецов. И не из первых. Он, видимо, там еще сопливый был. И у него еще было тогда 2 руки. Ну, про зловещих мертвецов, в принципе, естественно, классическая трилогия хороша. Ну и еще сериал тоже неплохой. По-моему, у Эса чуть-чуть... Ай-яй-яй. Чуть-чуть побольше у него все-таки ударов, чем у Крюгера. Ах ты падла. Это головы летающие выпускает. И они глушат неплохо. Закидал меня просто своими коробочками. Чем он там? Какие-то скляночки меня швыряет. Вот, наконец-то я достал ружье. Бумстик. Бум. Ну, это правда, чуть-чуть побольше разнообразия, чем у Крюгера. Как-то он поувереннее себя чувствует. 1-1. Ах ты падла. Это он мне столько ударов нанес, а у меня здоровье чуть-чуть всего отнялось. Он там ширяется какой-то своей реаниматорской фигней. Оружие давай. Я хочу бумстика еще. Знать бы, как его доставать в точности. Блин, его голову глушат. Падла. Да, ну отсюда точно музыка из реаниматора. Да, не попал. Не попал ты, чувак. Теперь попал. У меня из руки... А, рука какая-то синяя, из сумки вылезает. Она. Он меня вынес. Ну давай тогда другого сразу же посмотрим персонажа. Нет, не реанимировать. Так. Майкл Майерс. Хэллоуин. Судя по костюму, по-моему, какие-то из первых частей. Вот так у него маска была, ну, подразъедена, подразбита уже ближе, по-моему, к
5-й, что ли, или 4-й части. Запурял. А зачем он наверх залезает? Ну, тут Джейсон, по-моему, пободрее его будет. Он только пыряет в брюхо в основном, и все, по-моему. Ну, такое. Так, что у нас? Удар кулаком, удар рукой, как обычно. Ноги он особо не задирает. Он медлительный. Да ладно тебе. Не, ну этот вообще к себе подойти не дает. Да. Из прикольных, по-моему, я ему могу только вот ножом в брюхо дать и все. Снизу. Такое. Неплохое начало. Зачем он наверх запрыгивает? Что это дает ему? А, его типа нельзя достать? А на отдельную кнопку он начинает слышать какие-то голоса, его глючить начинает, и он такой оглядывается в шоке, типа, что зовет меня? А вот если он просто запрыгнет наверх и повисеть, то меня, наверное, собьет просто. Ладно, 1-1. Но это чисто случайно. Блин, какой он медленный, а? Интересно, кто все-таки медленнее, Майкл Майерс или Джон... Ну, это как вот Джейсон Вуртис? В принципе, и то, другой вроде медленно ходили. Постоянно в фильмах. Но, по-моему, Джейсон был все равно побыстрее как-то. Ага. О, неплохой, кстати, удар. О, я научился плиту своей сестры кидать. Или сестры, или кого он там. В каком-то фильме, короче говоря, он убивал какую-то жертву, убил плитой. Ой, блин. Опять тот маленький говнюк. Всякие только внизу сидеть и пинать его в лицо ногой вот так вот. По-моему, самое оптимальное. Зачем они угол экрана так затемнили сильно? Когда он на крыше виснет, наверху, я что-то не понимаю чей-то удара. О, вот это прикольный, кстати, у Чаки удар. Много сносит. Майкл Майерс. Просто с ноги сразу хрюкало ему. Малого достал. А чё ты меня держишь? Ну, если сейчас Чаки сделает еще один такой вот удар, когда он на меня летит с ножом и там мельницу такую делает, то я, короче, покойник.
Что это за прыжки от стенок, а? Падла мелкая. Ладно. Попробуем забить его. Все, закололи мелкого. Но прям движения у Майкла, ну, такие же, как в фильме тоже. Он там стоял, тупил на жертву, смотрел. Молодцы. Сделали неплохой, но корявенький файтинг. И вот его бы чуть-чуть допилить, было бы классно. Так, ну, я помню. То, что у нас... Да, вот. Любимый удар, наверное, кожаного лица. Это бежать на тебя с бензопилой. Вот, по-моему, что-то еще новенькое. А, нет, такое я уже делал. Вот, мне бы плиту достать. Ранул его чуть-чуть. Ладно, сейчас мы этот бой выиграем, короче. И потом будем смотреть следующего просто персонажа. Ну, как бы. Я намеренно проиграю, чтобы просто другого персонажа выбрать. Это свечение возле него появляется. Ладно, прям зарезал. Я понял. В углу вообще нельзя тебя загонять. Значит, тебе хана. О, вот этот удар прикольный. Он, наверное, всю шкалу на него потратил. Ладно, давай, короче, проигрывать потихоньку и будем другого сейчас персонажа выбирать. Надо всех посмотреть, правильно? Давай, ты будешь биться с тобой? Давай. Делись как кожаное лицо. Давай, давай, бей меня. Интересно, а можно все время в блоке стоять? Нет, нельзя, кстати. Ну, буквально на секунду, на две где-то блок появляется и все. Вечно тут в нем не отсидишься. Давай, руби меня. Руби меня, руби. Ночью и днем. Все, хорош. Leatherface wins. Так, давай, другого выбираем. Чаки. Ну, кстати, за Чаки я уже играл, ну давай еще разок. Так, просто один матч посмотреть, просто еще разок его удары, но следующий матч мы проигрываем. Ирардром. А, ну, мы с этого начинали. Рим. Не, ну ходит он такой в развалочку, прикольно. Ну, в основном все удары, это вот у него, когда он ножом бросается, так или иначе. Вот он бойца рестлинга напоминает, только с ножом и маленький. Ну, ногой как бы так.
Можно встать на четвереньки и ударить головой. Это странно немножко. Кстати, пробежка вот не мешала бы в игре. Чтобы быстрее добираться до противника. Вот у Крика тут прикольный вот этот удар. Много сносит. Все равно я его выиграл. Ладно, все, теперь не сопротивляемся. Получаем в лицо. Наше маленькое рыжее лицо. Так и хочет поиграть. Кстати, тоже вроде какой-то удар нашелся. Чик-чик-чик. Ну-ка, давай комбинировать. Да, вот, слушай, комбинации. Мне люстра пролетела. Ghostface wins. Так, попробуем комбинировать. Давай делаем вот так. Подожди. Да подожди ты. Вот. Вот она комбо. Неплохо. Ладно, пусть добивает. Хорош. И убежал. Надо с таким грохотом. Ладно. Давай попробуем Джейсона. Старенького Джейсона. Джейсон на пенсии. Вот типа два Джейсона. Ну ладно. Разница какая. Равно уже всех вроде как почти всех посмотрели. По крайней мере. Нет, это... У нас опять этот фантазм. Ну, кстати, у всех, в принципе, одинаковые удары. Прям какого-то сильно большого разнообразия. Свалите, гномы сраные. Прям какого-то большого разнообразия нету. Просто неплохой сам факт файтинга. Он, скажем так, единственный в своем роде. Ну, это тоже длинный топор, как бы, но длина рук, он просто с половины поля такой. Ну, длина рук и ног такая, среднячковая. Ну и он медленный. Это шарики у чувака. Как тебе такое? Иди со своими гномами. Он когда так бежит. Кстати, вот он бегать умеет. По-моему, из немногих. Ну, у меня тоже топор есть, что. О, вилы. У Джейсона еще вилла, оказывается, есть. То есть топор можно менять на вилы. Ну тогда вообще, наверное, с вилами к тебе не подобраться будет.
Да, типа то виллы очень длинные. А как я на виллы поменял, интересно? О, нифига, он розовый светился. Ну тем самым и повододар подставился. Как виллы включать, интересно? О, прям. Воронул неплохо. Ладно, короче, пусть добивает. Просто потерпим. Потерпим удары судьбы. Ну давай, нападай. Эть. На поворот. На поворот. На поворот. Давай, дерись как мужчина. Дерись как настоящий маньяк. Всё, хана. Чтобы побыстрее, наверное, проигрывать, давай мы, наверное, попробуем сейчас сейчас мы попробуем на харде запустить. И включаем Крика. Давай. Ghost Face. Hard мод. Там был камень вообще с этого исполнителя желаний. Причем вот это интересно. Ну что-то как-то хардмод особенно не отличается. Сложности. Хотя, наверное, есть какие-то трудности по-любому. Просто такое ощущение, что чуть-чуть побыстрее. Крик неплох. Крик неплохой, Крик что-то вроде Фредди Крюгера. Ну да, примерно так. Он ростом примерно с него и чуть пошустрее, чем Майкл Майерс, и Джейсон Вурхис и так далее. Ага. На отдельную кнопку он просто нос вытирает. Это какая-то броня, что ли, не пойму. Какая-то заветная кнопка. Ладно, окей. Давай. Так чуть-чуть даже побыстрее будет. Давай посмотрим все-таки этого дядьку, фантазма. Ну, мне кажется, он такое себе вообще. Он ниже среднего что-то. Надо было сюда лебрекона еще добавить. Да, он медлительный, длинный. Ну и такое. В этом плане Крик побыстрее его будет в разы просто. Подумаешь, что у него шарик есть, ну и что такого. Крик у нас и телепортируется, и быстрые удары наносит.
Ладно, у него костюм как резиновый смотрится. Ну ладно. Не, мужик из фантазма, в общем, не очень. Медлительный ни о чем. Ну, он как длинный Мурхис примерно. Кроме шарика у него ничего такого и нету. Да. Ну, не знаю. Мужик с шариком, здорово, Даман. Мужик с шариком против крика с ножом, ну, вообще как-то, ну, разные вещи. Ну, что это за удар такой? Звук? Наверное, да. Так, давай другого посмотрим. Коп-маньяк. Я не смотрел этот фильм. Давай, хардмод. Там вот только посмотри там. Я понял, но уже поздно микрофон перестраивать. Я, видимо, что-то не то запустил. А, перекур будет, да, и это. Может быть, получится переделать. Сейчас еще вторую часть посмотрим. После перекура. Да ну, коп-маньяк, что-то какой-то не очень вообще. Вообще ни о чем. Эш в этом плане гораздо лучше. Это типа из Mortal Kombat, как местный страйкер. Нет. Коп-маньяк вообще ни о чем. Или маньяк, коп. Неважно. У него вместо дубинки нож какой-то или пика, что ли? Ай, ладно. Пускай добивает. Окей. Давай, осталось 6 персонажей, перекурим, заодно я посмотрю, что там у меня с микрофоном. И от какого. Потом будем запускать вторую часть. Хэндимен. Не, Кэндимен что-то такое вообще. Хотя относительно неплохо. Ладно, я понял, короче, пусть добивает. Давай. Надо было хард брать, вот побыстрее было.
Давай, мужик, ну чё ты? Ну, музыка забавная. По коленке тебе хрыч. Ну? Как он долго это делает, а? Давай, добивай-то уже. Давай глянем, что там со звуком. Раз. Раз. Раз, два. Ну, как-то так. Раз. Раз. Раз, два. Ну, давай вот так. Чик. Чик-чик. Давай еще, короче, парочку посмотрим персонажи, какие есть. Так, Энди мы смотрел, ну да, второго Джейсона глянем. Блин, надо было другой, посложнее, сложность, чтобы побыстрее меня убивали. Ладно. Побольше удара хоть посмотрим. Против Фредди. Вот что-то мне не получалось вообще вот Фредди такой длинный удар делать когтями. О, неплохой удар. Блин, я думал, палкой какой-то рубит, это у него мачете. Не сразу рассмотрел. О. Прикольный удар был. Джейсон много дополнительно еще. Все. Ну-ка, давай вот так вот сделаем. Ага. Так он тоже снимает маску. И просто ее противнику показывает зачем-то, и вокруг него эта красная штука загорается. К чему бы это вообще, я не знаю.
Некоторые удары тут как-то странно сделаны. Ну, вроде тоже есть телепорт. Я считаю, мне не получалось его сделать. Ладно, окей. 1-1. Ну, я особо-то не стараюсь. Как-то сюжетку мы уже прошли, просто персонажей смотрим. Давай, пусть добивает. Да, жизнь реально почти в 2 раза выше. Ну, их сделали, кстати, по-моему, с одинаковыми. Ого. Давай, пройди, добивай уже. Мы будем показывать, пока меня не убьют. Угу. 8 ударов сразу же. Неплохо. Все-таки побыстрее будет, чем Джейсон. Реаниматор. Да, реаниматора глянем. Только на харде. Причем тут реаниматор и стенобитый вообще. Ну ладно. Подеремся ему почему-то с копом. Копом-маньяком. О, папкой, как тебе? Чё за такие кульбиты ты не вытворял, когда я пытался играть за нее? На харде он посильнее будет, явно. Ну, в общем-то, я видел, как реаниматор у нас бьется. В принципе, самые, по-моему, сильные такие удары, это у него, когда он из сумки что-то достает. Ну, баночки, скляночки какие-то, кошек достает. Ну, ему тоже можно комбо делать. Такого рода. Вот, типа того. Надо знать, как их грамотно соединять, чтобы они прям хорошо сносили. Желательно, чтобы прям много-много урона было. Ладно, еще попробуем немножко покомбить. Тут желательно знать связки, где что как работает. Ладно, окей. У меня тоже куртка как резиновая. Смотрим теперь. Давай, Hellraiser. Он же Pinhead. Я думаю, Pinhead он должен быть что-то в виде Ермака, допустим. Ну, который Mortal Kombat Ермак. Я, говорит, я боль. Угу. Это у нас цепи. Тут какие-то ножички достают ржавые.
его быстрее. Он со скальпелем, что ли? Крик прям просто забивает тебя в углу на хард моде. В общем, хард у нас медлительный. Такое. Что там? Он залетает, да болтать мне не дает. Ладно. Хотя, по идее, Пинхед, он должен быть сильнее их всех, по-моему. Жалко, он синобитов не может призвать. Они прикольные. По-моему, они даже порой были чуть-чуть посильнее самого Пинхеда. Так, и мы смотрим последнего. Pumpkinhead. Ну, я говорю, то, что это по-любому, это у нас чужой прототип чужого прям. Да, такие джанглы, если делать, то просто противник будет жить недолго. А что там хвост как? Как хвостом драться? Это ноги, а где хвост? Причем что удар рукой, что так, они примерно одинаковые, только тут он когтями тебя ударяет, а так рукой бьет. Ну. Понятно. Можно просто стоять, не двигаться, короче, просто прожимать левый бампер и атаку когтями. И все, и к тебе никто не подойдет. А хвост бьет на полпая, когти бьют на плюс-минус большое расстояние. Так, ладно, пускай он меня добивает. В общем, такой у нас довольно-таки сильный персонаж. Просто потому, что у него длина удара очень большая. Ну, когда блок поставим. А вот эту штуку, когда они болтать начинают. Он, по-моему, просто кричит и все, да? Да, он просто кричит. Да, наорем на него. Я не смотрел, жалко. Надо будет глянуть. У него на спине такие же штуки, как у этого, как у чужого. Вот такой вот,
короче говоря, файтинг. Ну, в принципе, что по персонаже. Вот этот, по-моему, самый такой сильный. Реаниматор тоже неплох, потому что у него, ну, на дальней дистанции он швыряет всякие баночки-скляночки, тоже неплохо смотрится. Ну, Буркис, он довольно-таки медленный. Эндимен тоже среднячок. Крик быстрый. Чаки маленький и тоже быстрый, им тоже можно хорошо лупить. Эш неплохой. Что-то помесь как-то, блин, я не знаю. Реаниматора с этим, с Крюгером. Майкл Майерс медлительный, но в принципе тоже можно выбирать. Крюгер тоже неплох. Техасская резня бензопилой, но если знать хорошие какие-то комбо, то можно им как-то делать что-то. А так он, ну, такой, среднячковый. В общем, есть неплохие персонажи, а есть откровенно медлительные. Ладно, давай мы сейчас перерыв сделаем и потом запустим вторую часть. Посмотрим, что там за персонажи и вообще, что там происходит. Так, давай, сейчас 3 минуты перерыв.
Так, ну давай мы еще. Раз, два. Раз. Раз. Потише сделаем. Так, окей, ладно, давай посмотрим вторую часть. Она у нас все-таки немножко поновее будет. По-моему, если я не ошибаюсь, она 2020 года. Ими, по-моему, доступна она уже. Или еще. Так. Опции. Давай, наверное, на легком, да? На легком просто. Попробуем, посмотрим, что к чему. Ну, музыка неплохая. Франкенштейн у нас есть, потом Сквотч. Ну, он же такой снежный человек. Алекс Ван Хельсинг. Невермен. Ну, это этот, как вам. Ой, забыл. Кровавая Мэри. Так, а других троих нельзя пока выбрать, да, почему-то? Ну ладно, давай попробуем, посмотрим Франкенштейна. Франкенштейн рыжик, черными волосами, зелеными. Ну это вообще, по-моему, какой-то красный Халк. Этот, прикол, волос из Дэдпула. Ладно, давай по дефолту. Франкенштейн против Франкенштейна, это что-то новенькое. Ладно, смотрим управление. Начало для. Тут немножко другое, как в первой части управления. Франкенштейн, естественно, будет медлительным. Что у нас кнопки, бамперы делают? Ну, не знаю, Франкенштейн такое себе. Ну, это что-то типа Джейсона. Но графика уже неплохая стала. Какие-то добивания появились или что-то в этом роде. Даже уже комбо какой-то получается. Блин, а у меня такой удар был неплохой вроде. Он меня перебил. Тоже какое-то комбо. Эй. Кстати, а как у нас блок вообще ставится? Не знаю, почему-то пока блока я не вижу. Есть еще какие-нибудь у него прикольные приемы-то? Ну, 2 раза я его выиграл. Угу. Ну окей. Против снежного человека, да? Да, посмотрим, что там.
А почему? Как блок ставится, интересно? Ну прям надавал мне. Видятся твои птицы? Слушай, ну снежный человек пожестче будет, чем Франкенштейн. Тоже, конечно, такой же медлительный. У Франкенштейна пушка торчит, но он что-то не может ей пользоваться. Есть какие-нибудь? Давай посмотрим. Не то. И как отсюда выйти-то? Зашибись. Она походу повисла. Нет. Не повисла. Очень странно. Давай-ка мы ее перезапустим, наверное. Ясно, я понял. Короче, смотреть надо управление как-то в другой раз. Ладно, Франкенштейна глянули, давай другого кого-нибудь посмотрим. Этот Франкенштейн мне не зашел. Прямо сложность ставится на хард. Ну давай попробуем со скотч. Да, ну я краска у меня. Да, по дефолту черного берем. Если не ошибаюсь, эта игра до сих пор находится в разработке, как-то ее допиливают, но особо не торопятся с ней. Ну прям напихал мне. Рыжий, ты че? Он что, с ума сошел? Вообще я ничего сделать не успеваю. Эй, мартышка, ты че? Двигаться-то будем? Вообще никаких шансов. О, я тоже могу призывать птицу. Это на легком? Серьезно? На тебе с ноги. Какие-то еще удары более внятные есть у нее? Вообще он комбо лупит. Ну давай попробуем тоже как-то комбо делать. Только у него в основном по одному удару выходит, и у тебя персонаж сразу же улетает. То есть ты типа не можешь продолжить серию ударов. Ну я. Ну все, я он погнал. Просто стал здоровье снес вообще. Сквотч. Ты чё, охренел? Так, нет, давай не будем продолжать. Давай мы посмотрим других. Смотрим Ван Хельсинга.
Ну это прям Данте. Данте из Devil May Cry. Данте с черными волосами. Вообще какой-то Элвис. Джокер. Черный просто. Да, наверное. Да, по дефолту. Блин, вот не люблю, когда у тебя соперник такой же, как и ты, чтобы путаться больше, я не знаю. Ван Хельсинг чуть-чуть пошустрее, чем предыдущих два, Франкенштейн и Снежный Человек. Но тоже не очень быстрый. Мне как-то больше чуть-чуть побыстрее персонажи импонируют. Ну как он блок ставит? Ну? Что-то вроде суперудара. Ладно, а мне, в принципе, вообще ничего не сделал. Сейчас я, по-моему, вторым, если будет у нас Снежный Человек, то он просто вынесет на раз. Серьезно, Ван Хельсинг так умел делать? Ну, как-то пару ударов у него получается, и все. Они, в принципе, одинаковые. Зарубил. А чья собака была? А, это его собака была. Как ее призывать, интересно? Вот, по-моему, тут уже немножко можно, да, можно бег делать. Наконец-то тут бег добавили во второй части разработчики. Что такое я выпустил? Какой-то зеленый шарик. Попинал. Ногой даже не попал, пока и пинал. Давай, Снежный Человек. Он жесткий, он далеко тебя может достать. Потому что он большой. Почти в 2 раза больше тебя. Если только как-то на коротких дистанциях его лупить. Да вообще. Вот он комбо начинает свое делать и как-то не заканчивает его. О! Я случайно выстрелить смог. О, и собаку призвать. Да ладно, типа начало что-то получаться, что ли? За Ван Хельсинга. Ну, кажется, если всех пройдешь, то открываются новые персонажи. Что там у нас? Дракула, какая-то баба и клоун Пеннивайз. Попробуй их пройди еще. Если так будут все комбить, вот вообще он ничего сделать не дает. На тебе. У него тоже жизни не оставалось. Да, я вижу. Немного странный, конечно, уровень искусственного интеллекта. Он начинает просто подтупливать, стоять. Он начинает просто тебя мочить, как этот, как на харде. Давай, соскочь.
А, собачку призвали. У меня типа еще один запас есть. Сейчас, если он не начнет мне комбо делать свои бесконечные. Нормально, 1-1. Не всегда вот вообще приемы работают, типа собаку призвать, какую-нибудь зеленку выкинуть. А вот одна кнопка я вообще не понимаю для чего. Хер тебе, а не птичка. Это все, он уже подох. Почему у него жизни не кончились? А чё, обезьяна? Наконец-то. А второй раз по ноге он ему не попал. Франкенштейн. Ну попробуем пятерочку эту вынести. Посмотрим, может быть новый персонаж откроется. Постоянно в блоках, что ли, будем сидеть? О, пробил наконец. Как блоки делаются? О, я хочу постоянно стрелять с ружья. Ну. Поджопошника. Почему что он всегда в блоке? О, что-то я тут нажимал. Хотя по идее я в принципе нажимаю одни и те же кнопки. Но он все равно постоянно его лупит как-то всегда по-разному. Иногда простреливают какие-то удары. Ощущение, что тут спецприемы работают через раз. А не попал-то, мужик. Вот тебе собаку. Эй, сколько раз ему нужно ударить, чтобы... Эй, вообще жизнь не тратится. Даже в блоке, мне сейчас просто время кончится. Но мне засчитали победу, потому что у меня тупо жизни было больше. Его как-то надо из блока выводить. О, неплохо сейчас ему пролетело. Когда он трясет своей ружбайкой возле промежности, что это означает, интересно? Причем это отдельная кнопка, как считается, как за удар. Вот что это такое? Дважды. Вот тебе собаку. Его даже суперудары не берут. Он всегда в блоке, по-моему. Что за хрень? Может, как-то усиленные есть приемы, я не знаю. Эй, старина. О, на захват его как-то взял. Серьезно, сейчас опять уже время кончится. Вот нечего было в блоке сидеть. Да, время сейчас просто выйдет и все. Обычно в файтингах, когда ты бьешь противнику в блок, у него хоть что-то отнимается. Тут не отнимается вообще ничего. До свидания тогда, что.
Так, кровавая Мэри, да, у нас? С ножницами. Серьезно. Если она в блоке сидеть не будет вечно, то будет неплохо. Ну хоть это в блоке не сидит. Может это какой-то глюк был? Эх. Хрена у нее телепортов. Я же растерялся, с какой стороны ее ловить. Ну, у нее прикол с зеркалами постоянные. Опять блок, да? Это она дерганая. Дайте в пол за ногой. И еще. Там ее в угол загоним. Будем прием отрабатывать. Ну такое. В принципе, Ван Хельсинга так вот, ну, по большому счету, 2-3 удара таких из основных. Остальные получаются просто случайно. Эй, ты, дамочка. Как они делают такие комбо? На тебе, с разбаечки. Да все. А у меня-то оставалось уже все, я чуть не отлетел. Надо. Ну, серьезно, правда, нажимаешь разные кнопки, как бы, ну, примерно одни и те же, но у тебя всегда разные удары получаются. Ну, хорошо то, что после первой части они добавили пробежку. А то это вообще как-то было тяжеловато добираться. А все, она отлетела уже. Окей, но остался, получается, остался Дракула. Дракула, наверное, вообще... А, нет, еще этот Невермен. У него вместо глаз еще одни какие-то челюсти, зубы. А. Долго загружалась. Прикольный. Чемоданчиком прикрывается. Менеджер прям. Ну, кстати, он тоже довольно-таки шустрый. Походу. Блин, я какой-то суперудар не посмотрел. На тебе собачку. В игре бы яркости добавить немножко. Но, к сожалению, этого в настройках, по-моему, нету. Ну-ка, давай посмотрим. Так, опции. Да, тут только звук регулировать. Блин, зачем я сюда дошел? С этого меню, по-моему, вообще не выйти. Падла.
ё-моё. Вроде выбрался. Так, наконец-то мы этого Невермена сделали. Я походу какой-то удар просто просрал волшебный. Я вот часто в блок попадаю. На тебе так. А, давай хоть посмотрим, что делает. Он мне в чемодан хотел запихнуть свой зубастый. Забавно, но мне и сняли прилично здоровье. Да, это стоило мне почти всю жизнь. Невермен, это случайно не Слендермен? Очень они не похожи. Там, по-моему, Слендермена у него длинные, еще длиннее конечности были. Ну прям вообще, да, шансов никаких. Вот это задолбал одним и тем же ударом спамить. Странный чувак. Ну давай просто возьмем кого-нибудь другого. Так, давай опции посмотрим. Тын-тын-тын-тын. Вот, графические эти. Тут нельзя яркость отрегулировать. Очень жаль. Темновато. Ну вот как раз мы его и возьмем. Ну это прям маска. Ну просто маска. Такой, да, и такой. Да, такого сделаем. Посмотрим, что за костюмчик. А мы продолжать будем, да? Я вот про Невермена кино не смотрел. Ну хотя бы мы не одинаковые. Я вот чемоданчиком забью. Ё-моё. О, и понесся он с этим ударом. Не, ну слушай, я вроде его вынес. Я у него чем-то там наблевал. Уходила. Первый раунд за мной. На-ка тебе. А чё ты его в чемодан-то не засунул? Такой классный чемодан был. Он какой-то... Персонаж-то вроде быстрый, но удар у него не интересный. А этот может интересными ударами пользоваться. Вот падла. На все он тебя только в углу забивает. Причем это изимот, на секундочку. Блевотина его окунул. Я даже не заметил, что он там его кинул под ноги. Но
нормально. Чемодан выручает, походу. Как-то так. Ну так не опять этот. А чё, Дракула-то будет сегодня, нет? Видимо, если ты в основное меню выходишь, тебе заново надо вообще всех пройти. Хотелось бы Пеннивайза открыть, посмотреть, что он. Так. Придется всех чемоданчиком мочить. Ну вот, что-то обезьяна сдалась вообще. Без боя просто. А мы тебя чемоданом побьем. Хотя вот какой-то тут забавный удар был. Причем у него, по-моему, прикол как-то сверху вниз идет вообще. Ну, вот этот чувак, Неверман, он побыстрее Ван Хельсинга явно будет. А да, такие удары немножко однообразные. Так как делать, я пока... А, ну это понятно. Этот из блока не выходит вообще. Как обычно. Знаете, я по щам просто. Одинаковые удары. А как вот что-нибудь, вот, какие-то новые удары пошли. Перфект. Потому что без урона. Не, ну молодой человек с чемоданом неплохо. Отдельно кнопку просто языком показать. Зачем это сделано, я не знаю. То же самое почему-то было и в первой части. Кстати, чемоданом. Так, у нас осталась кровавая Мэри, и остался Дракула. Я буду тоже потом, по-моему, с кровавой Мэри. Хотя подожди, не Дракула. О, нифига. Я что-то глючило? Я почему-то повис на потолке. Я повис на потолке и могу делать практически все, что угодно, пока не захочу слезть. Слушай, ну забавный персонаж. Его бы немножко побыстрее сделать, чтобы он был интереснее. По-моему, Мэри быстрая, кстати. Неплохо. Первый раунд за мной. Забавный удар. Интересно, как же я на потолке-то повис? Ну, этот телепорт у нее такое. Он тебя скорее больше просто запутывает.
Я только что блок сделал, да, каким-то образом. Всё, до свидания, кровавая Мэри. У нас Ванхельсинг, по-моему, остался один. Нет, не точно. Надо его как-то выносить, я не знаю. Может, правда, другие персонажи откроются. А то что-то, сколько там, 5 персонажей. Как-то маловато. Я думал, больше будет. Там обещали что-то мумию, по-моему. Оборотня, по-моему, обещали, еще кого-то. Так, ну и что, мы долго тут в блоке будем сидеть? Че смеется? Как-то вот у меня получилось из чемодана доставать шипы. Ладно. Окей. Постоянно в блоке торчит, а падла? Ну, главное, в принципе, ему урона побольше нанести, чтобы хотя бы досчитали поражение ему. Время-то, в принципе, без разницы. Постоянно в блоке торчит, падла. Ты смотри, какая. На тебе. Все. По-моему, я всех прошел. Да? И все. Чего других не открыть? Так, ладно. Мужик с чемоданом неплохо. Давай посмотрим, что за кровавая Мэри. И как других персонажей открывать, я не знаю. Может быть, и такая версия игры просто. Ну, это прям какой-то, я не знаю, что-то вроде Сейлор Муна. Вот это вот ядовитый плющ. Не знаю, что-то ничего не напоминает. Желтое. Ну, это забавно. Да, вот такую раскладочку возьмем. Ну, когда она полностью черная, тоже неплохо. Шаптер One. Неплохо, они так на Будского. Очень странно тут, правда, строится искусственный интеллект. У тебя может быть первый противник тебя на изи забьет. Просто как щенка. Но остальные будут вообще, ну, примерно одинаковые по сложности. Это странно. А. Ну, кровавая Мэри неплохая. Немножко чем-то персонажа из Байонета напоминает. Это зеркала достает, это стреляет наоборот зеркалами. Ладно. 20% дамага она нанесла, неплохо. Я тоже так хотел.
Как она делает эти комбо, хрен его знает. Я причем пробую разные сочетания. Понятных вот именно серии не выходит. Ага. Давай, женщина, иди сюда. Будем драться на ножницах. Да, ну, она колбасит вообще как лютая. Почему она достает это зеркало? Зачем? Что оно ей дает? Неплохо так набускала. Это забавный удар. Всё, она мне. Болтает там еще. Ладно. В принципе, что? Этот недоделанный. Ранняя сборка или что-то такое он еще. Не знаю, может быть, надо подождать, чтобы допилили других персонажей. Давай посмотрим, как у нас компьютер против компьютера играет. Допустим, берем кровавую Мэри. Не знаю, какой-нибудь вот такой. Против мужика. Да, против кровавой Мэри, против клерка. Ну, локаций тут особо на выбор-то немного. Давай тут. В принципе-то разницы никакой. Ну-ка, давайте, ребята, покажите класс. Может быть, еще другую нужно версию скачать, чтобы там было еще 3 персонажа доступных. Потому что я в трейлере видел то, что там другие бились ребята. Ну, мужик с чемоданом прикольный тем, то, что он может зацепиться на потолок и просто с потолка уничтожать кого угодно. Но Роман сильнее явно, чем Блади Мэри. Кровавая Мэри, она как-то быстрая, но много дамага не наносит. У этого как-то побольше ударов, наверное, все-таки будет. Хотя, если на комбу нарваться, кровавая Мэри, можно тоже отхватить неплохо. Не, мужики набускать по-любому. Я, кстати, так и не разобрался, как тут блок ставить вообще. Непонятно. В первой части хотя бы я нашел, как можно уклоняться. Тут что-то нет вообще. Так. Выбор характеров. Ну, типа, да. Давай других каких-нибудь выберем. Давай мы поставим Франкенштейна против... Красный Франкенштейн у нас будет. Против
какого-нибудь Ван Хельсинга из Devil May Cry. Ну, арена та же пускай будет, ничего страшного. О, а чё он без этой, без плаща? Уже плащ вернули. Эй, ребята, вы что не делитесь? Все, искусственный интеллект тут повис просто. О, неужели? Разглючило их. Ну, очевидно, что тут ранний доступ. Он еще и не очень проработан хорошо, интеллект. Я говорю, то, что поэтому, когда ты начинаешь проходить, ну, цепочку, лестницу, короче говоря, у тебя первый боец может тебе просто забить себя в углу комбо, делая разные. Но последующие 4, допустим, их всего же, по-моему, 5, да? Вот, последующие 4 просто они будут, ну, практически никакие. Они опять повисли. Просто стоят друг на друга, смотрят. Даже сказать ничего не хотят. Ну, такое. Время выйдет, Франкенштейн победил. Ой, понятно, короче, с этим всем искусственным интеллектом. Что там? Вернуться в меню, да. Но как открывать других, я вот что-то не знаю. Они почему-то закрыты. Может, типа надо другую версию покупать. Может, скачивать. Я не знаю, короче. Ладно. Breakbones говорит. Давай, в общем, что? Мы все-таки для сравнения просто, ну, чтобы было очевидно, с чем сравнивать. Ноги-то растут у нас все-таки от Mortal Kombat. Иного файтинга. Поэтому просто сравнить, насколько хорошо сделан Mortal. Насколько криво сделан был этот файтинг. Блин, да, к сожалению, так. Это тут все перемешалось. Сейчас мы вернем картинку. Чик. Чик. Давай. Не знаю, как по мне, вот 9-й Mortal Kombat, он самый такой эталонный. Потому что, ну, он просто в разы быстрее, чем 10 и 11. И нет вот этого вот лишнего, типа, как одеть персонажа, раздеть персонажа. По-моему, тут самодостаточно, как бы, всего хватает. Так. Бой, режим истории. Ну, в принципе, без разницы, да? Warner Brothers Interactive Entertainment представляет Кто переводчик этой истории? компании NetherRealm. Netherrealm. Смертельная битва. Mortal Kombat. Передумал я историю проходить, она такая длинная, кстати. Ну как, часов за 5, по-моему, проходит. Ну, я сейчас не успею уже это сделать. Я
так просто, для ознакомления. Кстати, хотелось бы посмотреть, кто у нас тут персонажи. Потому что для PS3 у нас был Кратос. Для Xbox у нас был Фредди Крюгер. Тоже в этой версии тогда. Ладно, мы сейчас эту заставку посмотрим, потом вернемся на титульный экран. Включим просто бой. Где же старшие боги, Рейден? Ха-ха-ха. Их жалко, смертельная битва более меня не сдерживает. Какая-то долгая заставка, а? Они маскируются под драконов, но на самом деле они ничтожные черви. Мой яд распространяется. Скоро всему придет конец. А Арман, ладно тебе болтать. остановись! Ну что ж, время О, киносеанса. ну как можно было пройти. Да, просто, ну да, главное меню. Просто игра в разы плавнее играется. Давай, лестница просто. Так. Геймпад с ума сходит. Что, не то? Дай-ка мы другого персонажа выберем. Выбор игрока. Да, тут Фредди Крюгер. Ну давай его и выберем. То есть это у нас не версия PS3, там где у нас Кратос был. Тут у Фредди Крюгера адекватный есть телепорт. Все кнопки за себя отвечают. Без проблем. Да, в разы просто разница огромная. В сравнении с предыдущим файтингом он очень сильно недопилен. Да-да. Фредди Винс. Чем-то сверху у него долбанул. Ну и все, да? Да. И тут киборги тоже неплохие. Я помню, за рептилии много играл. Но сейчас это уже было очень давно. Я уже вообще сейчас не помню, как рептилии управлять. Смотрел этот турниры по 9-му Mortal Kombat. Там просто ребята набивают комбо там по 300%.
Вот так. Давай-ка, давненько X-Ray не делал. Как тебе такое? Он синим всем покрывается. Это Фредди у нас синим был. Да. У меня кровь синяя. Для этого красная была. Почему? О, Кенши, я помню, да. Дядька жесткий, он может так зонить тебя жестко. Просто стоять на половине поля и ничего не делать. Ты уже покойник через 2 секунды. Но он тут уже, в принципе, не просто. Было бы прикольно, если бы они в 3-ю часть добавили бы Хэки, Рика, ну вот, тех ребят, которые были сегодня в начале стрима, Пинхат и так далее. Было бы забавно, вот именно в 9-й. Они бы очень классно смотрелись. Гармонично, что ли. Это мистер X-Ray. Ну давай-ка добейте его же. Там у него здоровья-то нет, а как он живет вообще? О, потравили его немножко. Под финиш. Вот, теперь красный. Как это работает? Слушай, ну Фредди, в принципе, он довольно-таки быстрый был персонаж-то. То есть им можно было нагибать хорошо. Вот, кстати, Шива. Она вот любительница была, да, вот так вот сделать. Улететь за экран и приземлиться на тебя. Падла. Вот, сучка. Зайди ты нахер. Бля. Я попал на X-Ray. Да так нечестно, иди в жопу. Да похер, я сейчас тоже X-Ray сделаю. Она первая начала. Это за удар такой. А, это типа когда ты очень далеко от противника стоишь, он бьет пол, да, и она подлетает. Это для тех, кто любит в углу отсидеться.
По-моему, от этого удара особо ты не уйдешь. Неплохое добивание получилось. 1-1. Нет, все-таки от этого удара, по-моему, это только какая-то пробежка, я не знаю, уходить. Но, по-моему, тоже нет. Не получится. Так, иди-ка сюда, я хочу еще раз на захват долбануть. Заход прикольный. Ну, что ж ты делаешь-то? Не знаю, это смотреть надо. Добивание. Она и так умрет. Скарлетт. Скарлетт, по-моему, у нас только в 11 ближайший появится. Да, ее в 10 не было. Тут еще она подраздетая. Сейчас вот такое запрещено. Брюшко-то и попортил чуть-чуть. Чистая победа. Ее сыч. Весело ему. Там, ну, это прямо не из этого. Вот Джейд приколы выдернули. Здорово, Тайсон. Да, держим напрямую. Это легкий уровень. Я так чисто вспоминать. Падла. Ну, у него как у Джейд, по-моему. А, нет, подожди, у Мелины, да, такие же приемы? Когда она исчезает куда-то там. Появляется потом резко на тебя, как понос. Да, на первый раунд я ее вообще флоу сделал. Список держи. Как там, блин? Дальние атаки, базовые. Добивание-то есть что? Вот. Глобалити открытые. Это в прыжке вообще. Хер сделаешь. Различные. Состояние подсечки. Давай, типа вперед, вниз, вниз. О. Вперед, нет. Да, ни хрена. Нет. Я, видимо, расстояние не выдержал. Рейн. Кстати, Рейн тоже неплох. Его там, главное, уметь. Да, в принципе, тут и персонажи неплохие, главное знать как. Ну, точно помню, то, что один из душных у нас Ермак. В прыжке добивание делается через блок. Если ты прыгаешь, делаешь блок, и потом фаталити выходит.
Там, по-моему, такого не было. Там же написано, типа, добивание, расстояние подсечки, вперед, вниз, вниз. Не знаю, я же нажал, что-то нихера. Рейн, тебе звонят, ответь на этот. На звонок. Падла. Кстати, первый перс, который меня выиграл. Иди сюда. Чирак, чирак. Нажульками, нажульками. У него вода, по-моему, чем-то подмешана. Ну, она наносит урон. Там струя, как с крана. Чик. А ё-моё. У меня тоже какие-то сопли зеленые есть. Ебло мне расцарапал, дурак. Ну, это прям вот это, когда он подбрасывает вверх, это прям ну сайбет. Опять меня залил херней своей. Я X-Ray прожал, зашибись. Так можно и не вывести. Чуть-чуть. Всё, закошмарил меня. Дождиком. Ну давай, давай. Этого. Как его? Давай рептилия. Нет, не то. А можно, кстати, случайный выбор попробовать. Ой. Ну не очень, не знаю, мне во всех частях шелфунг вообще не втаскивает. Не знаю, какой-то не такой. Где твое имя, колдун? Серьезно? Вообще сухаря. Ну это потому что шансонг. Шансонгом, по-моему, надо уметь тащить. Ирак. Хоть что-то. И руку сломал. И рожу сломал. Дурной, что ли, совсем? О, точно, у него шарики такие были. Давай еще раз случайного бойца какого-нибудь. Да. Это не очень-то случайно. Я забыл, как делать. Ну, ладно. Скорпион. Ну, Скорпион это любимый персонаж Шеда Бума, так что он типа один из элементарных.
Ну вот, Скорпион все-таки попроще. У меня там урон увеличен. Да ну меня долбанул, я за экран улетел. Заканчивай, мужик, с этой фигней. Это не твое это вообще. Иди сюда. Ай, не знаю. Так, на шару просто понажимал. Пойдет. Карпикор. Глаз отсутствует. Так, ну там типа что, до конца лестницы 3 персонажа осталось. Ну да, попробуем. Нет, так нет. You will serve me in the Netherrealm. Round 1. Fight! Куанчи, кстати, тоже что-то как-то вот, я не знаю. Вообще не мое. Куанчи, старина, ты чё? О, я поплыл. Ирак. Лицо мне сгрыз только. Падла, а? Quan Chi wins. Round 2. Fight! Кстати, по-моему, у него вот сейчас на этом, как он, на ремне болтается та самая печать волшебная, которая посвящена просто 50-я часть. По-моему, так. Я уже забыл просто там история, но вроде про эту печать. Да, там как раз этот шинок. 1000 лет в Хатинге не играл. Scorpion. Round Каланчи, давай. Каланчи, ну что ты? Вот падла, а? Ха-ха. Ладно, ну ты задолбался этими телепортами, а? Ну серьезно. Да, мне сейчас X-Ray долбанет какой-нибудь и все, мне хана. Ну или вот так вот сделает. Хоть кто-то сделал фаталити. Quan Chi wins. Fatality. Да-да. Давай попробуем бойца нового. Ермак. Ну, он такой. Никогда я его не выбирал, но почему бы нет. Round 1. Fight! Сейчас, секундочку.
Не, Ермаком надо, походу, драться надо уметь. Ирак. Да у него, походу, излюбленная, да, фишка, телепорты. И вот всякая такая подобная подстава. Quan Chi Выбор игрока. Ну, давай попробуем рептилию. Round 1. Fight! Вообще ничего не помню за рептилию. Но он неплохой, кстати. Не. Quan Chi wins. Round 2. Fight! Вообще не помню ничего. Падла, а? Ну, хана он меня сейчас добьет. Че еще кого попробуем? Smoke. Этот вроде ничего был когда-то. Ладно, вот этого еще одного и хорош на сегодня. Ладно, основные, которые я хотел посмотреть файтинги, я и глянул. Round 1. Fight! Это уже так, на закуску. Да, долбал такой анчи сраный. Потрясем немножко. Да ты падла. Подолбал со своими икс-рэями. Round 2. Fight! Я тут. Ну, ё-моё. Как тебе? Quan Chi wins. Да, сложный дядька. Давай еще кого-нибудь одного выберем и хорош на сегодня. Ну так кого? Не знаю.
Кабал. Пусть кабал будет. В Mortal Kombat 3 Ultimate Кабал был крутой чувак. Только сложный. Тут, наверное, то же самое. Все-таки 9-я часть, она как-то более ориентирована же была у нас на Ultimate. Да ё-моё. Сколько можно эти X-Ray-то делать? Наконец-то. Если он сейчас не озвереет во втором раунде, то есть шансы. Падла, а? Своей магией сраной. Что там? Так. Вниз, вниз. Расстояние подсечки. Вниз, вниз, вперед, назад. Вниз, вниз, вперед, назад. Да ё-моё. Cabal wins. Я забыл вообще, типа надо в направлении противника иметь в виду вперед. Или как стоишь, так стоишь все равно. Если получится, сейчас попробую, конечно, еще раз. Shang Tsung wins. Пабла. Round 2. Fight. Он аж обратно в себя превратился. Cabal wins. Round 3. Fight. Да, тут как бы эти крюки у него достать, я вот вообще не помню. Я только руками чисто его бью и все. Да, нажал у меня, все, здоровье снял. Ладно, окей. В принципе-то что? То, что я захотел, посмотрел. Так что, ну вот, первые два файтинга, которые сегодня были, они, в принципе-то, неплохие, но недопиленные. Один сделан неплохо. Ну, много чего не хватает, и просто брошен, им не занимаются. Второй, ну, вообще прям бета-тест, я не знаю. Он как бы играбельный, но доделан он на середину. Куча персонажей не хватает, хотя в трейлере показывается то, что там и Пеннивайза можно брать, там Дракулу. Почему-то закрыто, не знаю почему. Так-то вроде историю я прошел, думал, ее откроется, но после ее прохождения откроется. Нет, нет, это не так работает. Не знаю, короче. Файтинги, в общем, прикольные, но
такое, знаешь, посидеть или так вот, просто посмотреть, побаловаться на разок, может быть и хватит. Но если уж играть в файтинг, то, по-моему, вот Mortal Kombat 9, потому что для меня он как-то все-таки считается эталонным, потому что он и в меру быстрый, и ничего лишнего нету. В 10-м он уже гораздо медленнее стал, в 11-м много лишнего, вот эти шкурки персонажей, там вот это вот все. Просто Injustice 2 и... Да, Injustice 2, которая перекочевала, вот эта вот механика. Одень персонажа, раздень персонажа. Ну, не знаю. Может быть, 12-й в Mortal Kombat будет интересно. Ну, или, по крайней мере, хорошо сделанный. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, кто знает, вот Террор Дром это тоже депилет. Не в курсе. Вот, как-то так. Ладно, будем на этом заканчивать. Спасибо за поддержку, на просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Все. Всем удачи и пока.